Привет, пилоты! Поговорим о командной игре. Какое преимущество дают звенья? Как их находить и создавать? Как общаться с другими игроками? Из каких самолетов собрать наиболее эффективные сетапы? Обо всем по порядку. Практически любой игрок World of Warplanes замечает в таблице загрузки боя самолеты со значками и цифрами. Этот значок показывает принадлежность игрока к звену, а цифра показывает номер звена в команде в случае, если в одну команду попадает несколько звеньев. Звено — это боевая единица. Она состоит из командира, ведущего и его ведомых. В разных странах существовали различные школы построения звеньев. В немецкой школе самолеты летали парой и четверкой, так как данное построение позволяло максимально эффективно использовать преимущество в скорости. В других школах, в том числе советской, звено шло в форме латинской буквы «В». Впереди и в центре ведущий, позади и по бокам ведомые. Количество самолетов само по себе не решает. Решают навыки и умения отдельных игроков. А звено позволяет даже не сложить, а умножить эти навыки на эффективность совместных действий. Своевременная оценка опасности и совместные действия по их нейтрализации — это основа выживания и успешной игры в звене. Слаженное звено сильных игроков увеличивает свою результативность в разы, пока не встретится с другим сильным звеном. Игроки в звене способны эффективнее концентрироваться на цели, атаковать одновременно с разных ракурсов и сбивать ее быстрее, а также прикрывать друг друга, уничтожая атакующие их одиночные самолеты. Все это позволяет звену быть очень эффективным в случайных боях, а отсюда и значительное приумножение опыта, кредитов и, естественно, улучшение статистики. В World of Warplanes звеньевых можно найти несколькими способами — на форуме, в соответствующем канале игры или в бою. Наиболее удобным является использование специализированного канала игры «Поиск звена или клана». Чтобы самому создать звено, достаточно кликнуть на кнопку, после чего нужно будет либо выбрать, кого из друзей вы хотите пригласить, либо через поиск найти пилота, с которым вы планируете летать в звене. Для командной игры важна способность быстро, не отрывая рук от управления, общаться с другими игроками звена. В игре есть возможность общаться со звеньевыми по микрофону. Голосовой чат включается в меню настроек. Качественное общение в звене — это краткость, максимальная информативность и эффективность. Используйте голосовую связь. Она позволяет добиться максимального взаимодействия между звеньевыми. Старайтесь маркировать атакуемые вами цели. По умолчанию латинская «T». Это очень хорошая привычка. Звенья могут состоять как из одноуровневых самолетов, так и разных по уровню. С одноуровневыми все понятно. На однотипных самолетах играть легче, особенно если это быстрые самолеты. Разноуровневый сетап логично брать только для достижения лучшей сыгранности на определенной технике. При этом балансировщик учитывает максимальный уровень самолетов звена при подборе команды противников. Разноуровневые самолеты имеют различное соотношение параметров маневренности, скорости, огневой мощи. Более высокие уровни быстры и менее маневренны. Также и карты отличаются по своему размеру, так чтобы на более высоких уровнях самолетов с их тактико-техническими характеристиками можно было играть удобно. Кроме этого, зенитные орудия также более мощные. Соответственно, под каждые уровни соответствуют свои карты. Если ваше звено не попало в топ, не стоит отчаиваться. Вы можете принести много пользы своей команде, если не погибнете, а, допустим, будете кружить у базы и защищать ее от штурмовиков противника. В World of Warplanes самолеты разделяются, исходя из их технических характеристик и, как следствие, роли в бою. На более высоких уровнях, где встречаются в одном бою самолеты с реактивными и поршневыми двигателями, тяжелые истребители и штурмовики, существует понятие эшелона — оптимальной высоты ведения боя. У реактивных поршневых и штурмовиков свои эшелоны, поэтому звенья можно разделить на те, которые действуют в одном эшелоне и в разных. В качестве одноэшелонного звена можно выделить следующие сетапы. 3 тяжелых истребителя, 1 истребитель и 2 тяжелых, или 2 истребителя и 1 тяжелый, где истребители являются высотными, 3 истребителя. При этом высотные, исходя из своих технических характеристик, забираются на несколько меньшую высоту, нежели тяжелые истребители. Звенья из самолетов с разными эшелонами выглядят так: штурмовик и 2 истребителя, 2 штурмовика и истребитель, 2 штурмовика и тяжелый истребитель, штурмовик и 2 тяжелых истребителя, штурмовик, истребитель и тяжелый истребитель,
пара из истребителя и тяжелого истребителя. Звено в одном эшелоне обладает максимальным взаимодействием в бою, взаимовыручкой, временем реакции, возможностью перестроения. Оно позволяет проявить высокое мастерство звена в таких маневрах, как догфайт или бум-зум. В разных эшелонах звено более интересное в стратегическом плане и актуально на высоких уровнях, где возрастает значение командной игры, умение летчиков не разделяться по карте. Пилоты должны также лететь по одному флангу. При этом высотники прикрывают тех, кто летит ниже. В случае встречи единичного самолета, два истребителя звена отрабатывают его, а штурмовик проходит под прикрытием. В случае встречи двух самолетов, звеневые истребители работают по маркеру и прикрывают друг друга. А в случае превосходящих сил противника желательно уходить от огневого контакта. В следующем выпуске летной школы вы узнаете об основных тактических приемах звена. На этом все. Удачи в бою!